Видите, плечи у вас тоже воспаленные, кстати Да, говоря. да, да. Это турник. Турник. Расслабление, расслабление. Да. Сейчас надо плечо тогда разработать. Это турничок. Вот он, это вот прям, я по себе знаю, оно как работает. Оно прям такое характерное воспаление дало на плечевой сустав. Все, вот плечо от акромиона, и сюда в плечо ушло воспаление. Видите, а вы говорите, не нужен оздоровительный массаж, не нужен, только классика. Если только по классике вот так вот погладили бы, вот так, и все, до свидания, Сергей. Приходите в следующий раз, несите денежки. Самое главное, видите? Надо потерпеть чуть-чуть. Поняли, да, оно в грудную даже уходит. Вот сейчас это место проработаем, плечо все. И уже, по крайней мере, кровоснабжение будет, уже легче будет процесс идти. Да. Это вы когда начали подтягиваться? Да вот, наверное, месяц как раз. Где-то так. И как часто? Через день. О, это большая нагрузка. Да, я же понял. Это большая нагрузка. Притом первые, наверное, недели 2-3, может быть. Вообще нормально все было. И вот последние недели что-то стало. Накопилось воспаление. Накопилось. Да. Оно тоже не сразу. У меня, кстати говоря, по плечу я тоже чувствовал, особенно на армейском жиме, что у меня передняя часть, она отдает болью. Но за неделю... У меня еще вот в это вот. А вот сейчас, кстати, оба ушло. Вот прям больно было. Вот смотри, это же работает на плечо полностью в пользу сустава. Я когда армейский жим делал, у меня вот передняя часть акромиона, где мышцы крепятся, предплечье переднее, она прям, ну, некомфортно была. Она не болела, но я постоянно чувствовал ее. А тут я еще отжимания добавил, как дурак. И все, и оно воспалилось. Там воспаление было уже, я его еще добавил. Обострение. Это внутренний эпикондилит. Но опять же, это может быть не эпикондилит, а просто воспаление. Оно в хронику, когда переходит, тогда уже можно диагноз ставить. Эпикондилит. Не болело. Это вот турник. Все это турник, конечно. Да. Узким хватом. А, вот так? А, вот, это то. Это вот именно оно. А потому что не могу по-другому. Да. Нечем держаться. Ага, расслабься. Недавно с мальчиком ДЦПшником работал. Да, вы говорили, да. У него там им очень хорошо помогает рефлекторный массаж. Что значит рефлекторный массаж? Если мы здесь работаем в основном по площади, ну, где надо, мы, конечно, углубляемся, это в оздоровительном лечебном массаже. У них из-за того, что координация движений нарушена, у них нет связи между мозгом и движениями тела, соответственно, они не могут понимать, как они двигаются, они не отдают себе контроля. И там помогает рефлекторный массаж.
И я когда с ним работал, а у них еще спастика всегда присутствует. Спастика это зажатость. Да, 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 Они же да, вот да. такие вот все. Да. Ноги, руки у них в основном, если забыл диагноз, если 4 конечности, это как-то там диагноз есть такой, а у него 4 конечности было. И я ему вот этот рефлекторный массаж помогал, и это прям вот как сейчас в вашем случае. Вот я надавливаю здесь, к примеру, у него расслабляется здесь. И у него спастичность уходит. Ага. Он не зажимает, а Ага. свободно становятся суставы. Как будто фиксатор сняли, да? Да. Блин, как в организме все взаимосвязано. Да-да-да. Капец, просто Да. капец. Не перестаю удивляться. И этот, где ноги и где шея, да? Да, 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 да. Вообще. Я сейчас некоторым объясняю. Недавно тоже одна девушка обратилась. У меня, говорит, а вы, говорит, по зонам делаете? Я говорю, делаю. Но, говорю, а что у вас? А вы, говорит, шейно-воротниковую можете мне сделать? Я говорю, а у вас есть диагноз? Она говорит, нет. Я говорю, вы же основываетесь на своих ощущениях. А я говорю, не факт, что у вас там только... Начал ей объяснять, она, ой, а я, говорит, не думаю. А многие и не думают. Либо гипотонус, это низкое давление, да? При этом постоянные головные боли. Самый эффективный массаж для гипотоников – это вся задняя поверхность тела, именно задняя поверхность тела и живот. Казалось бы, причем, она говорит, а при чем здесь живот? Ну, в медицине это описано. Много внутренних органов, через которые проходит очень много крови. Большой объем крови. Большой объем крови. Он задерживается, если органы неправильно работают. Да. Соответственно, нехватка кровоснабжения в головной мозг. Так. Как сейчас? Вообще отлично. Меньше, да? Вообще просто вот, ну, дискомфорт. То есть вот уже боли, Остро как я нету, да? поначалу. Нет. То, что я поначалу, уж я говорю, боль такая, что кричал. Все. Ушла боль, ага. Но это мячиком прокатайте, Да. потому что здесь воспаление есть. И слева, и справа, да. Так. Тут еще, что интересно, когда ты сам переживаешь какие-то болячки, ты можешь на них уже на других людях целенаправленно воздействовать. Потому что ты же понимаешь механику. Ну, во многих случаях еще собственный опыт решает. Конечно. В медицине опыт это все. Да. Я считаю, что во многих отраслях сферы Простительно. Человек это играет большую роль, но не настолько, насколько в медицине. В медицине это менее простительно, да? Нет, наоборот, в медицине это максимально важно. Ну и, соответственно, менее простительно. Если ты ошибся, то это же дорого стоит. Да, конечно. Да. Так неправильно поставленный диагноз, это вообще, это все, труба. Это точно. Я же говорю, у нас старший сын в 98 году, когда родился, у жены случился мастит. Я вам не рассказывал? Нет. Мастит. Одна грудь стала колом. Молоко застряло. Эти млечные пути все забиты, воспалились. Ну, там они сначала забиваются из-за того, что мамочке больно кормить. И из-за того, что мамочке больно кормить, организм воспринимает это как угрозу. Он блокирует. Поняли, да? Защитная реакция. Он блокирует эти выходы все, молоко застаивается. Его нужно, по идее, через боль сцеживать. Да.
через боль, там, через Слышал все. я это. Да. Мамочки себя жалеют, и потом начинается другой этап. Воспаление. А, Потом диагноз. Мастит. Там еще какие-то диагнозы есть. И вот мы поехали в больницу. Что делать? А времена же дикие были, 98 год. да уж, иначе. Нехватка финансирования. А, Резать. Операция. Только вам ничего, говорит, не поможет. Я жену забрал. Домой приезжаем. А еще раз повторяюсь, времена же были дикие. Нашлась у мамы на работе одна женщина. Она меня научила. то есть массаж делать, да? Из-за диких времен. Помогло все, да? Да. Круто. А так, зарезали бы. Ну это у нас, да, всегда так было. И если бы были настоящие времена, скорее всего, не зарезали бы, а лечили бы, ну, наверняка сейчас все продвинуто. А тогда из-за того, что было такое время, очень была сильна нетрадиционная медицина в том числе. Да, да. Или взять простой пример. Я же говорю, у меня травма акромиона была. Мне выставили плечо, ну я так упал, подрались. Я упал, у меня плечо вылетело, треснул акромион. И я до ночи думал, пройдет. Днем это было, до ночи я думал, пройдет. Вот мы странные люди. Да. Вообще капец. Ну нас опять Хазбалат, вот нас так учили. Да, что ты там жалуешься? Да. Ты подожди, пройдешь. Блин, ну. И это ночью уже не в моготу. Я маме говорю, а у меня тогда копейка была. Давно это было? Ага. Я маме говорю, я уже не могу, все. А у меня плечо, как у культуриста, вот такое здоровое стало, Да, и красное. конечно, да. Я уже думаю, все тут. И поехали с мамой в приемный покой. Нет, не поехали. Я не мог ехать, потому что вот здоровой рукой рулю, а у меня все стреляет туда. И это... В приемный покой ночью он посмотрел сзади, спереди. Ну, говорит, тут нет ничего. Говорит. Косынку перевязал. Все, говорит, ходите 3 дня. Прихожу домой, еще больше разбарабанило. Потом до утра еле как дотерпел. А тогда ни обезболивающих, ничего не было. Потом опять же маме говорю, блин, что делать? Она, ладно, я узнаю. Опять же, к кому поехали? К бабке знахарке. В соседний поселок. Я вот это со здоровой рукой сюда стреляет, я вот так еду. Вот так себя зафиксировал кое-как, еду, доехали. Она меня сначала на кушетку положила, давай крутить. Больно, ну я не орал, у меня слезы просто текут. Она на меня смотрит, что ты не орешь? Я говорю, не могу. А у меня болевой порог высокий. Не низкий, а высокий. То есть я боль могу терпеть. И крутила, не может никак вставить. Потом говорит, не, я не могу, говорит, все, я, говорит, отказываюсь. И мама такая включилась, а что, говорит, что делать нам? Нам, говорит, некуда, мы не уедем отсюда. Она говорит, ну, давайте, говорит, я еще раз попробую, но гарантии не даю. У меня, говорит, один вчера со 2-го этажа от боли спрыгнул. С ее дома спрыгнул. И потом сознание потерял. А мама спрашивает, а что, говорит, потом пришел в себя? Она говорит, да, мой, говорит, тоже придет. Деваться же некуда. И, короче говоря, они меня посадили на стул со спинкой. Завязали, чтобы я вообще никуда не рыпался. Одну руку оставили свободной, все, ноги все завязали. Вдвоем держит. И давай она крутить. Крутила. Потом в какой-то момент щелк, такой щелчок. И все. И вот так
с головы до ног. Вот такая волна прям облегчения. На место стало. Представьте? И все, потом зафиксировал, у меня же перелом же еще. Оно еще и воспалилось из-за перелома. Конечно. Сам вывих, он не так воспаление дает. Да. И этот зафиксировали, и все, потом я походил, заросло, но периодически дает знать. Конечно. То, что вот человек родился, какие бы даже самые современные, так называемые, как они правильно называются, эндоскопические, да, инвазивные вот эти методы оперирования, все равно уже это не будет так, как человек родился. Да. Это понятно. Уже то, что нарушил, не восстановится. Да. На 100% нет. Здесь менее болезненно. Нет, здесь ничего. Ничего? Ну, что-то чуть-чуть похрустывает, но это не важно. Все равно проработать надо. Всегда прорабатывать надо симметрично. Даже когда занимаетесь, у нас есть правые мышцы, есть левые. Их надо в любом случае прорабатывать.